Всех с прошедшими. Захотелось записать формат влога. Понимаю, неожиданно. Не сдерживайтесь, наставьте за это дизлайков и что-нибудь гневное в комментариях бабахните. Что происходит? Где видео разборок и где техноблок новинок? Не успеваю. Впрочем, это, как обычно, ничего нового. Был еще какой-то злой грипп, поэтому вот. Отсняты разборки Bigodi Extreme, InMotion V11Y или V11Y. Я даже в замешательстве, как это произносить. Такое интересное название. Y. Почему? Инма, ну почему? Почему опять V11? Хотя переработали V11, конечно, основательно. Мне понравилось. Местами. Конечно, Kingsong S16. Мы его давно разобрали. Я успел перед разборкой пару раз на него встать. Есть мнение, и мне в целом понравилось. Но все это не смонтировано и даже не разобрано. Решил сначала все выпустить в видео формате, а потом уже в фото. А сегодня я решил не пропускать остаток солнечного дня. Докатил до Ромашкового, чтобы позлить лыжников. Блин, ну реально кайф же. Не в смысле лыжников злить, а покататься по лесу. Холодно? Да, холодно. Но чуть утеплится и уже нормально. Терпимо. Хотя у меня по итогу отмерзли ноги, потому что я даже носки теплые забыл надеть. Лопух. А вы, наверное, заметили, что я снова на батоне. Пока я тестировал S16 и Extreme, просто чтобы понять, что там по тяге, и пытался сравнить это дело с батоном, случилось очередное страшное. Оторвало сосок на камере. Блин, это второй раз. У меня есть подозрение, что мне доставались какие-то очень хлипкие камеры. Но, тем не менее, все равно показательно, что на хорошем торможении камеру тянет, даже без проворота резины на ободе. И получите, распишитесь, сдутая покрышка. Пришлось снова ждать, когда батоны переберут в сервисе. У меня самого на это не было времени, надо же там видео делать. Плюс я опять же заболел. В общем, передвигался я своим делам на лунтике. Да, я ездил совсем немного, до магазина, офиса и то редко. Конечно, ездил и через леса. В Ромашково раскатали к тому времени трасс, по которым можно было спокойно ехать с любой скоростью. Но вот по узким тропинкам ехать не получалось. Колесо постоянно сносило с тропинки в снег. Скорость было набрать тяжело. И вот дождался. Батон реанимирован. Да еще как. Мы заодно поменяли стойки. Напомню, что в тестовом батоне в одной из стоек был сломан демпфер отскока. В результате эта стойка очень сильно гремела на отскоке. В стойках в новых, которые приехали, я еще и пружины поменял, так как на замену приехали 66-е, а я хотел максимальной мягкости и поставил туда старые 62-е, вытащив их из старых же стоек. Проблем с заменой у меня не возникло, хотя один товарищ решил повторить все то же самое на своем Sherman S, но у него не вышло. Крутилось что-то не там, где надо. С новыми стойками пропал грохот на отскоке, хотя, надо заметить, первое впечатление было такое, что подвеска сломалась. Уж очень туго она страгивалась в сравнении со старыми стойками. Я даже стал жалеть, что поменял. Но на лунтике было то же самое. Новые стойки почему-то не так хорошо ходят, надо их немного разработать. Сейчас езжу, проблем не знаю, все вроде устраивает, но может привык, а может реально разработалось. И мое первое впечатление после лунтика — это кайф. Ну как ни крути, но батон мне нравится больше. Не знаю, как это описать, но мне просто отлично. И хотя различие вроде бы небольшое, но вот эти дополнительные габариты мне мешали. Батон уже в ногах я просто не замечаю. И покрышка. Батоновская покрышка на тропинках чувствует себя намного лучше. Я спокойно могу ехать по узким тропинкам, и меня с нее не скидывает. Даже глубокие следы от обуви позволяют держать курс. Короче, вот оно, счастье. Конечно, во многом это определяется выбором покрышки. SN12 отлично подходит для ПЧ, там она супер стабильна. Даже на сельских дорогах, где есть колеи, выбоины и прочее, поворачиваемость SN12 становится избыточной. Меня постоянно мотыляет на колесе. Сложно держать курс. Даже сидя не помогает. Пересев на батоны, я словно ощутил себя на тракторе. Сейчас такая погода, что сцепление отличное, покрышка держит. Можно ездить без вопросов по асфальту и лесу на любой скорости. Ну, конечно, опасаясь наледи в поворотах и на торможении. Жаль, GoPro села буквально за 5 минут, когда я только осторожно начал ехать. Дальше я смылся и получилось разогнаться даже до писков шин, когда двигался в уклон вверх на хорошей скорости. Покатался я где-то около часа, это было очень кайфово, получил огромный заряд бодрости и позитива. Лыжники, конечно, меня изрядно прокляли, хотя лыжню я никак не портил. От меня на снегу оставался небольшой след, да и на видео хорошо видно, что покрышка не вгрызается в снег. Дорога очень хорошо раскатана и утоптана.
Выбирайтесь в лес, катайтесь. Это кайф. Следующее видео — это разборка Bigodi Extreme. Удачи на дорогах.